Может ли один простой поступок потрясти эмоции миллионов фанатов по всему миру, вызвать бесконечные спекуляции и изменить то, как общественность воспринимает отношение двух самых больших звезд к поп? Или это именно тот момент, который был скрыт и, наконец, раскрыт в самый символичный день? Вопрос взорвался в глобальной ленте именно тогда, когда календарь показал день рождения Ким Тэхена. День, который должен был быть наполнен милыми пожеланиями, теплыми празднованиями и типичными рутинами к поп-идолов, но вместо этого превратился в эмоциональный центр внимания после того, как Чингук сделал то, чего никто не предвидел. Что-то, что казалось незначительным на поверхности, но ощущалось так глубоко для тех, кто понимал каждый жест, каждую паузу и каждый взгляд, пойманный на камеру. За считанные минуты армии со всего мира осознали, что это не просто обычное поздравление с днем рождения и не просто формальный контент, разработанный командой менеджмента, а момент, который ощущался сырым, честным и полным личного смысла. Видимо, эмоциональная, едва контролируемая реакция Тэхена только усиливает убеждение, что происходит что-то большее, что-то, что скрывалось за сумасшедшим графиком, бесконечными репетициями и профессиональным образом, выстроенным за годы. Чтобы понять, почему действия Чингука в день рождения Тэхена оказались такими шокирующими, необходимо оглянуться на контекст их отношений не как на материал для сплетен, а как на феномен поп-культуры, который анализировали академики, музыкальные журналисты и наблюдатели глобальной индустрии развлечений. Чингук и Тэхен – не просто участники группы BTS. Это две фигуры с динамикой отношений, которая развивалась на глазах у публики с подросткового возраста. Вырасти вместе под давлением индустрии, требующей совершенства. Каждое их взаимодействие всегда читается фанатами на нескольких уровнях. От языка тела, выбора слов до микровыражений, которые часто остаются незамеченными обычными людьми. Поэтому, когда Чингук делает что-то выходящее за рамки его обычного паттерна в день рождения Тэхена, естественно, что реакция публики становится такой интенсивной. В тот день не было предварительных крупных объявлений, не было тизеров, намекающих на сюрпризы. Все происходит почти без предупреждения, словно Чингук специально позволил моменту проявиться таким, какой он есть. Он не выбрал стандартный формат речи, который часто используют идолы. Не передал корявого, безопасного и нейтрального сообщения. Действия, которые он предпринял и которые затем неоднократно анализировали армии, ощущались очень личными, почти как частный разговор, случайно выставленный на публичное обозрение. Вот где кроется главный сюрприз. В тщательно курируемом мире к поп каждая деталь обычно проходит строгий отбор, но на этот раз создается сильное впечатление, что эмоция опередила стратегию. Реакция Тэхена становится следующим центром внимания. Камера запечатлела редко видимое выражение, слезящиеся глаза, улыбку, которая, казалось, дрожала, и долгую паузу, прежде чем он смог ответить. Для некоторых это может показаться преувеличением, но для давних фанатов реакция на самом деле ощущается честной и человеческой. Тэхен известен тем, что скрывает свои чувства за харизматичной и уверенной сценической персоной. Но в этот момент защита, казалось, рухнула. Многие армии задавались вопросом, что именно тронуло действие Чингука, чтобы вызвать такую глубокую эмоциональную реакцию. Спекуляции возникли, но не все сенсационно. Некоторые наблюдатели пытались прочитать это событие с психологической и социологической точки зрения. В долгосрочных отношениях под высоким давлением маленькие моменты признания или личной валидации могут иметь огромное эмоциональное воздействие. Если Чингук в своих действиях затрагивает эти аспекты, признание совместного пути, редко озвученные жертвы или молчаливая поддержка, которая ощущалась до сих пор, то неудивительно, что Тэхен реагирует именно так. Арми, как известное аналитическое и эмоциональное глобальное сообщество, не стоят на месте. Социальные сети заполнены фрагментами видео, скриншотами и глубоким анализом. Каждое слово Чингука препарируется. Каждая реакция Тэхена сравнивается с предыдущими моментами. Некоторые связывают это со старыми событиями. Другие видят в этом сигнал изменения динамики их отношений в настоящем. Интересно, что эта дискуссия происходит не только среди фанатов, но и привлекает внимание и международных наблюдателей поп-культуры.
С журналистской точки зрения, это событие отражает, как современные публичные фигуры больше не способны полностью разделять личное и публичное пространство. Один эмоциональный акт может стать глобальным нарративом за считанные часы. Но за этим возникает этический вопрос. Насколько публика имеет право интерпретировать личные эмоции человека? Является ли реакция Техена приглашением к дальнейшим спекуляциям? Или скорее напоминанием, что за статусом суперзвезд они остаются людьми с сложными чувствами? То, что делает этот момент еще более интересным, это тайминг. День рождения – это не просто празднование возраста, а скорее точка размышлений, особенно для человека, который провел большую часть жизни под прицелом публики. Если Чингук выбирает этот день для своих действий, то его символизм трудно игнорировать. Многие армии увидели в этом более глубокую форму уважения, чем просто приветствие. Признание, которое, возможно, никогда не было сказано явно, но полностью ощущалось Техеном. Через несколько часов после события хэштеги, связанные с Чингуком и Техеном, возглавили глобальные тренды. Эмоциональная реакция Техена становится главной темой, но фокус постепенно смещается обратно на действия самого Чингука. Что именно делает это особенным? Почему это действие ощущается таким мощным? Ответ, возможно, кроется в излучаемой честности, что становится все реже в полностью спланированной индустрии развлечений. Некоторые аналитики поп-культуры считают, что этот момент может стать поворотным в том, как публика воспринимает взаимодействие между участниками BTS в это время. Многие считают каждый эмоциональный момент частью стратегии фан-сервиса, но этот инцидент бросает вызов этому предположению. Кажущаяся спонтанной и неконтролируемой реакция Техена трудно подделать. Если это действительно не часть сценария, то мы становимся свидетелями маленького кусочка реальности, который редко виден. С другой стороны, есть и голоса, напоминающие публике не увлекаться чрезмерной романтизацией. Они подчеркивают важность уважения личных границ и избегания слишком далеко идущих выводов. Но вот парадокс. Когда публичные фигуры показывают аутентичные эмоции, публика склонна чувствовать себя ближе и хотеть глубже понять, хотя эта граница на самом деле остается. Сам Техен в более сдержанном последующем ответе не дал подробных объяснений. Он выбирает короткие, но полные смысла слова, словно осознавая, что все, что он скажет, будет массивно проанализировано. Решение не объяснять ясно усиливает ауру тайны вокруг события. Для армии это молчание ощущалось таким же красноречивым, как крик или улыбка. Если углубиться дальше, этот момент можно также увидеть как отражение общего пути BTS. Группа известна эмоциональной близостью между своими участниками, что они часто передают в интервью и музыкальных работах, но редко эта близость проявляется в такой сырой, нефильтрованной форме. Чингук своими действиями, казалось, приоткрыл занавес, закрывавший эмоциональное пространство. В контексте южнокорейской индустрии развлечений это событие также интересно, потому что показывает сдвиг в ожиданиях публики. Фанаты теперь хотят не только идеального выступления, но и эмоциональной честности. Они хотят видеть человеческую сторону своего идола, даже если это всего на миг. И когда такой момент возникает, как в день рождения Техена, его воздействие может быть гораздо сильнее любого музыкального релиза или достижения в чартах. Будут ли действия Чингука ремемберить как исторический момент в пути BTS? Или они растворятся в быстром потоке новостей и будут заменены следующей сенсацией? На данный момент трудно ответить. Но ясно то, что для тех, кто стал свидетелем этого лично, этот момент оставляет эмоциональный отпечаток, который не так просто забыть. Реакция Техена – доказательство того, что за всеми спекуляциями есть реальное чувство быть тронутым. В конце концов, возможно, самый важный вопрос не в том, что сделал Чингук или почему Техен отреагировал именно так, а в том, что этот момент раскрывает об отношениях между людьми под экстремальным контролем. В мире, привыкшем к курируемой лжи, один честный акт может ощущаться революционным. И в день рождения Техена Чингук, намеренно или нет, показал, что даже суперзвезды все еще способны удивляться силе искренних эмоций. Является ли это началом нового способа, как публика видит Чингука и Техена? Или это просто краткий взгляд на то, что было всегда, но редко видно?
Эти вопросы все еще висят в воздухе, ожидая времени, возможно, следующего момента, чтобы получить ответ. Но одно точно, день рождения Техена на этот раз не будет ремемберит как обычное празднование. Он превратился в эмоциональное событие, которое потрясло, вызвало любопытство и оставило глубокий отпечаток в сердцах миллионов солдат по всему миру. По мере того, как ночь продолжалась, анализ за анализом появлялся. Социальные сети стали не только пространством для обсуждений, но и лабораторией интерпретаций, где каждое движение тела, интонация голоса и мимика изучаются в глубину. Короткое видео с кратким взаимодействием между Чингуком и Техеном широко распространилось, и каждая секунда его переанализировалась преданными фанатами, которые осознали, что за этой улыбкой или взглядом скрывается слой эмоций, трудно выразимый словами. Некоторые армии даже составили пошаговую хронологию, пытаясь интерпретировать, был ли этот момент спонтанным актом или был предыдущий контекст, сделавший его более значимым. С академической точки зрения, это явление интересно, потому что раскрывает, как фан-культура в цифровую эпоху может влиять на восприятие публикой эмоциональной реальности идола. Исследование, опубликованное в International Journal of Cultural Studies, подчеркивает, что эмоциональная связь между фанатами и идолами больше не односторонняя. Цифровые взаимодействия позволяют фанатам чувствовать себя частью жизни идола, даже влияя на интерпретацию их действий. Таким образом, действие Чингука в день рождения Техена – это не только личный момент, но и своего рода эмоциональное зеркало, отражающее обратно коллективные эмоции фанатов. Даже некоторые наблюдатели из индустрии развлечений видят в этом моменте важную точку для обсуждения внутренней динамики BTS. За годы группа была высоко оценена за невероятную химию на сцене, но редко бывает конкретное доказательство того, как отношения между участниками влияют на их личную жизнь. События того дня дают тонкий намек. Близость Чингука и Техена – это не просто выступление, а связь, построенная на общем опыте, жертвах и лояльности, которую не всегда можно выразить вербально. Такие подсказки, видимые через краткие, но значимые взаимодействия, часто более волнующие, чем официальные объявления. Фанаты начинают интерпретировать этот эмоциональный момент как отражение их пути как индивидов и как команды. Чингук, известный как перфекционист и иногда скрытный, кажется, выбирает уникальный способ передать свои чувства не длинными словами, а искренними действиями. Тем временем Техен, хотя и известен своей выразительностью, обычно держит эмоции под контролем перед камерой. Его эмоциональная реакция на этот раз подняла новый вопрос. Был ли он действительно удивлен или было скрытое сообщение, которое могли понять только они вдвоем? Интересно, что это явление также вызвало более широкую дискуссию о важности эмоциональной честности в южнокорейской индустрии развлечений. В курируемом мире от идолов ожидается, что они всегда будут показывать идеальное лицо, правильную улыбку и безопасную реакцию перед публикой. Однако, когда возникает единичный нефильтрованный момент, как тот между Чингуком и Техеном, публика ощущает гораздо более сильный резонанс. Многие говорят, что именно это причина, почему этот краткий момент стал таким вирусным. Не из-за сенсаций или слухов, а потому что искренние человеческие эмоции редко видны в жестко контролируемых СМИ. Кроме того, массовая реакция армии показывает, что фанаты теперь требуют не только развлечений, но и реальной эмоциональной связи. Они хотят быть свидетелями человеческой стороны своих идолов, даже посреди сумасшедших графиков и экстремального давления индустрии. Это явление подтверждает теорию, что современная фан-культура требует сочетания профессионального выступления и личной честности. В этом контексте действия Чингука в день рождения Техена можно считать идеальной формой эмоционального общения. Простой, спонтанный и искренний. По мере того, как день переходил в ночь, различные международные СМИ начали освещать этот момент с разных перспектив. Некоторые статьи подчеркивают эмоциональные и гуманитарные аспекты их взаимодействий, другие пытаются рассмотреть их с точки зрения глобального феномена фан-культуры. Даже аналитики музыки и поп-культуры предсказывают, что этот момент может стать кейс-стади о том, как человеческие взаимодействия между участниками музыкальной группы могут создавать далеко идущие психологические и социальные воздействия. Это открывает новую дискуссию о том, как индустрия развлечений может балансировать ожидания публики, личные потребности и эмоциональную честность.
Не только ARMY были шокированы, также назвали реакцию Тэхена редким эмоциональным моментом в мире К-поп. Они подчеркивают, как кажущаяся простой тишина, взгляд и улыбка могут дать райс к такой глубокой интерпретации. Культурные наблюдатели называют этот момент ярким примером универсального невербального языка, в котором человеческое общение не обязательно требует слов, но может проявляться через простые, но значимые выражения и действия. Самое удивительное, как этот момент сумел объединить миллионы людей по всему миру в любопытстве, восхищении и эмпатии. От Америки до Кореи, от Европы до Юго-Восточной Азии ARMY обсуждали каждую деталь, сравнивали с предыдущими моментами и строили теории о истинном значении действий Чингука. Это явление демонстрирует силу цифровых СМИ в усилении эмоционального воздействия событий, утверждая, что действия одного человека, даже знаменитости, могут потрясти миллионы сердец мгновенно. Но за всеми анализами, спекуляциями и теориями одно ясно. Эмоциональная связь Чингука и Тэхена – это не просто инструмент развлечения или стратегия фан-сервиса. Этот момент показывает, что за совершенством сцены есть неоценимая человеческая сторона. Искренние чувства, чистое взаимодействие и спонтанные реакции. Именно это делает событие дня рождения Тэхена таким особенным, не только для них двоих, но и для миллионов фанатов, которые смотрели и чувствовали вайб. Если смотреть с долгосрочной перспективы, это событие, вероятно, будет ремемберит как важная точка в истории BTS. Оно подтверждает, что посреди бесчисленных хайлайтов, давлений и ожиданий моменты эмоциональной честности все еще имеют силу влиять, объединять и трогать сердце людей. Чингук простым, но значимым актом создал момент, который не только стал вирусным, но и оставил глубокий эмоциональный отпечаток, напоминая всем, что за персоной суперзвезды они все еще люди, способные чувствовать, удивляться и быть тронутыми. Теперь остается вопрос, станет ли этот момент началом нового способа, как фанаты видят взаимодействие между участниками BTS, или это просто краткий взгляд на давнюю, но редко видимую связь? Независимо от ответа, одно точно. День рождения Тэхена в этом году перешел от простого ежегодного празднования к глобальному эмоциональному феномену, оставившему глубокий резонанс в сердцах ARMY и международного мира развлечений. По мере того, как волна событий дня продолжается, общественное внимание начинает еще больше подчеркивать редко видимую межличностную динамику между Чингуком и Тэхеном. В индустрии развлечений, требующей идеального имиджа и полного контроля над публичными выражениями, такие моменты – редкие исключения. Некоторые наблюдатели отметили, что действия Чингука, кажущиеся спонтанными, но полные смысла, являются проявлением эмоциональной близости, которая накапливалась годами. Два идола, начавшие свой путь подростками под экстремальным давлением индустрии, имеют общий опыт, формирующий сильную связь. От тяжелых тренировок до столкновения с неумолимым публичным вниманием. Неудивительно, что за сценической улыбкой и идеальной хореографией скрывались чувства, ждущие момента, чтобы проявиться, и день рождения Тэхена стал правильным катализатором. Это явление также открыло академические дискуссии о том, как публика интерпретирует невербальное общение идолов. Согласно исследованию в журнале of Popular Music Studies, фанаты К-поп обладают удивительной способностью читать язык тела и микровыражения, что часто превосходит простые интерпретации СМИ. Любой взгляд, движение руки или пауза в речи может стать источником широких спекуляций. В этом контексте эмоциональные реакции Тэхена, слезящиеся глаза, дрожащая улыбка, долгие паузы перед ответом становятся материалом для интенсивного анализа, усиливающего нарратив, что здесь есть нечто большее, чем простое поздравление с днем рождения. С другой стороны, ARMY проявили невероятную креативность и преданность в документировании этого момента. Ленты Twitter, форумы Reddit до сообществ в Азии и Америке заполнены теориями, хронологиями взаимодействий и кусками видео, проанализированными кадр за кадром. Многие пытаются интерпретировать исторический контекст их отношений, связывая момент дня с прошлыми событиями, предыдущими интервью, поведением на концертах и прямых трансляциях. Некоторые теории более эмоциональные, подчеркивающие глубину личных связей, другие пытаются подойти более аналитически, рассматривая психологические последствия редко видимых в публичности взаимодействий. Тем временем начали освещать это явление, расширяя диапазон событий от сферы фанатов до глобального внимания.
Статьи на различных международных порталах назвали акт Чингука редким и шокирующим эмоциональным моментом, подчеркивая, что такая эмоциональная честность редка в высоко курируемой индустрии К-поп. Наблюдатели поп-культуры отмечают, что этот момент – пример того, как единичный личный акт может вызвать глобальный резонанс, особенно в сочетании с символическими контекстами, такими как дни рождения, которые всегда несут сентиментальную ценность и личные размышления. Психологический анализ также оживляет дискуссию. Некоторые психологи подчеркивают, что спонтанные моменты, затрагивающие эмоции, особенно в интенсивных долгосрочных отношениях, могут иметь глубокое воздействие. Это относится как к тем, кто выражает эмоции, так и к тем, кто их наблюдает. Реакция Тэхена, по этому взгляду, является формой эмоциональной валидации установленной близости, а также доказательством того, что межличностные отношения могут вызывать реальные психологические реакции, даже если они проявляются в публичном пространстве. Это явление также показывает силу сторителлинга в реальной жизни. Действия Чингука в день рождения Тэхена не были просто случайными жестами. Он создал нарратив, который можно интерпретировать на слоях. Для некоторых фанатов это свидетельство личного признания и молчаливой поддержки, которая была. Для других это становится символом человеческой близости, проникающей через обычно показываемый идеальный образ. Каждый может читать это через свою призму, создавая эмоциональный резонанс, который одновременно высоко индивидуален и коллективен. Со временем этот момент начал анализироваться в контексте истории BTS. Группа широко известна своей невероятной химией на сцене, но редко бывает конкретное доказательство того, как их близость влияет на личную жизнь. Эти кажущиеся простыми взаимодействия теперь считаются отражением их эмоционального пути, как они поддерживали друг друга, сталкивались с давлением индустрии и формировали связь, которая была больше, чем просто профессиональная. Действия Чингука таким образом служат своего рода маленьким окном, позволяющим публике увидеть человеческую сторону, которая до сих пор скрывалась за плотным графиком и курируемым публичным образом. Кроме того, этот момент усиливает сдвиг в ожиданиях современной фан-культуры. ARMY теперь требует не только развлечений и безупречного выступления, но и реальной эмоциональной честности. Они хотят быть свидетелями человеческой стороны своего идола, даже если только на миг. Спонтанные реакции, аутентичные выражения и невербальное общение – это бесценные эмоциональные товары. И этот момент дня рождения Тэхена – самый конкретный пример этого явления. Социальные сети в итоге стали катализатором усиления эффекта этого момента. Хэштеги, связанные с Чингуком и Тэхеном, занимали вершины глобальных трендов днями, и каждый комментарий, видео или реакция фанатов добавляли новый слой интерпретации. Даже некоторые международные СМИ подняли академическую перспективу, подчеркивая, что явление – это больше, чем просто новости о знаменитостях. Это кейс-стадия эмоционального общения в цифровую эпоху и того, как публика взаимодействует с публично демонстрируемой эмоциональной реальностью. В многих отношениях действия Чингука и реакция Тэхена в тот день рождения подтверждают одну важную вещь. Что эмоциональная честность все еще имеет силу влиять, трогать и объединять сердце. Даже посреди экстремального публичного давления и контроля этот момент – ясное доказательство того, что за персоной суперзвезды все еще есть человек, способный удивляться, быть тронутым и показывать искренние эмоции.